Как выглядят те, кто состоит в организованной преступной группе? Предположу, что вы их представляете людьми в кожаных куртках с бандитской внешностью и шрамами на лицах. Такие, знаете, застрявшие по понятиям в 90-х. В этом выпуске разобьем стереотипы, а рассказывать мы будем о достаточно крупной ОПГ. И состояла она, внимание, из бухгалтеров отдела образования. Да, представьте себе, приличные с виду мужчины и женщины в костюмах, опрятные, от них всегда вкусно пахнет духами. Но есть одно но, уж очень они любят деньги. Слишком сильно. Настолько, что украли из бюджета, как думаете, сколько? 10 миллионов, а может быть 100? Нет, 4,5 миллиарда тенге. Это примерно вот столько. Если хотите узнать, что за схему они провернули, досмотрите это видео до конца. В этом сюжете мы также покажем, как в одной коробке могут поместиться сразу 10 двухкомнатных квартир в центре Астаны. И предоставим уникальную возможность послушать звучание ворованных денег. Начало этой истории очень размыто, да и сама история, я бы сказал, о безграничной человеческой жадности. Но обо всем по порядку. Сентябрь 2022 года. В Талдыкургане за хищение бюджетных средств задержали руководителя отдела образования. Сумма похищенного небольшая, около 800 тысяч тенге. Почему небольшая? Да потому что эта сумма в сравнении с теми, которые вы услышите далее в сюжете, покажется вам каплей в море. Экс-руководитель, к слову, тогда отделалась штрафом, а меньше чем через год СМИ сообщат о том, что она погибла в реке. Место руководителя отдела образования было вакантным до декабря того же года. Новый начальник, заступив на должность, узнал о том, что главный бухгалтер его ведомства ворует бюджетные деньги. Вот только в Антикор заявлять он об этом не стал, а предложил ей сделку – 280 миллионов тенге за молчание. И вот, наверное, этот момент уже можно назвать завязкой всей этой истории, потому что главный бухгалтер отдела образования, в свою очередь, обратилась в Антикор и пожаловалась на нового руководителя. Мол, он требует с нее 80 миллионов тенге за неувольнение. Но почему она сообщила следователям только о 80 миллионах? Ведь он просил 280. Ответ прост. 200 она уже успела ему передать до этого, но решила правоохранителям об этом не упоминать. После заявления главного бухгалтера в антикоррупционную службу следователи повесили на нее прослушивающее устройство. Далее состоялось несколько встреч между ней и руководителем отдела образования. Из разговоров следователи узнали о 200 миллионах тенге. Более того, в ходе одной из встреч чиновник захотел больше денег и затребовал уже не 280, а 450 миллионов тенге. Главный бухгалтер попросила время найти 170 миллионов и сообщила о готовности передать 80 в ближайшие дни. Вот как происходила передача. На парковку перед автозаправочной станцией подъехал черный Lexus. Управляет им доверенное лицо руководителя отдела образования. Он вышел из машины и куда-то ушел. Далее на эту же заправку приехала женщина. Это доверенное лицо главного бухгалтера отдела образования. Вот она вышла из машины с большой клетчатой сумкой. В ней 80 миллионов тенге. Женщина положила сумку в припаркованный черный Lexus. Не увидев водителя в машине, дождалась его. Они переглянулись, возможно, даже перекинулись парой фраз и разошлись. Ну а это уже момент задержания с той самой взяткой в размере 80 миллионов тенге. Вот сотрудники антикоррупционной службы ищут меченые купюры и показывают их понятым. Что написано там? На камеру скажите громко. Взятка. Имеется надпись «Взятка», свечение зеленого цвета, правильно? Вот здесь тоже будет. Также вон взятка. За получение взятки в особо крупном размере руководитель отдела образования позже был осужден на 11 лет. Получается, что меньше чем за год два руководителя одного и того же отдела друг за другом были сняты с должности и осуждены практически по одной и той же статье. После задержания нами была начата работа по проверке служебной деятельности главного бухгалтера и ее аффилированных лиц в отделе образования города Талдыкурган. Нами анализировались распределение бюджетных средств со всех школ, наличие движимого и недвижимого имущества, где мы потихоньку начали понимать, что было совершено хищение на протяжении долгих лет. Быстрым подсчетом было установлено, что в декабре только 2022 года было похищено из бюджета более 700 миллионов тенге. Основная схема хищения бюджетных средств выглядела максимально незамысловато. Главный бухгалтер отдела образования, ее заместитель, а также экономист ведомства, действуя в сговоре, завышали потребности в деньгах в общеобразовательных школах Талдыкургана. Бухгалтеры учебных заведений об этом знали и подавали измененные платежные документы. В итоге деньги поступали на карточки людей, которые числились работниками школ лишь по бумагам. Этакие мертвые души. Выведенные незаконным путем деньги распределялись между участниками преступной цепочки. Каждый получал свою долю. Около 250 мертвых душ. Это были доверенные лица наших фигурантов, родственники
друзья, или в некоторых случаях это были работники самих школ, которые не знали о том, что для чего поступают эти данные денежные средства. Следователи установили, что координатором и организатором всей схемы как раз-таки была главный бухгалтер отдела образования Талдыкургана. Та самая, которая передала 80 миллионов и из-за которой арестовали ее начальника. В ведомстве она работала более 20 лет, а с 2014 года заняла руководящую должность. Со временем нашла единомышленников в своем же отделе, а также среди бухгалтеров школ. Членами организованной преступной группы стали 10 человек, включая главного бухгалтера. Еще 11 человек также оказались причастны к хищениям, однако в ОПГ не входили. Но как смог один человек держать под контролем столько людей и не попадаться в поле зрения антикорщиков? Ответ на этот вопрос следователи получили во время допроса подозреваемых. С учетом показаний других бухгалтеров, которые также с нами сотрудничали, они показывали, что она являлась очень волевой женщиной, где-то выражалась деспотичность у нее с ее стороны. Она умела подавлять волю других людей, умела четко организовывать вот это хищение, вот благодаря которому столь длительное время данное хищение, думаю, происходило. После того, как мы выяснили, что все-таки она причастна к этому хищению, она возглавляет это все хищение, тем более мы установили более 30 движимых, недвижимых имуществ в новых жилых комплексах, построенных в городе Талдыкурган. Причем все фигуранты там же покупали одновременно в этих домах, оформили на своих родственников. Мы понимали, что происходила легализация денежных средств, добытых преступным путем. Было возбуждено уголовное дело, и в рамках этого дела Антикор запланировал обыски по месту жительства участников ОПГ. Главная подозреваемая каким-то образом узнала о запланированном визите людей в форме и решила бежать. На этих кадрах, снято они в ночь перед запланированным обыском, ей помогают погрузить в багажник машины большие сумки, коробки и сейфы. Что внутри них, узнаете немного позже. Сама подозреваемая одета очень просто, в босоножках и спортивной кофте, накинутой на халат. Видимо, очень торопилась. Важной деталью является то, что в этот момент ее мобильный телефон находился в родительском доме. Так она пыталась запутать правоохранителей, которые отслеживали ее местонахождение. Фокус с мобильным телефоном беглянке не помог. В Антикоре выяснили, что она покинула город и отправились вслед за ней. В Панфиловском районе области Жетысу, это недалеко от границы с Китаем, машину перехватили сотрудники полиции и держали ее до приезда антикоррупционной службы. Ну и вот, собственно, кульминация. На место приезжают следователи Антикора. Вот они показывают документы, представляются, зачитывают права, объясняют причину остановки и сообщают о том, что сейчас будет проводиться обыск. Задержанная заметно волнуется. Мы не можем показать ее лицо, но объясним, что в этот момент она стояла с опущенными в пол глазами и, судя по всему, осознавала, что многолетнему незаконному обогащению пришел конец. На вопросы с содержимым сумок, коробок и сейфов ответила, что в них принтер и документы. Конечно же, на слово ей никто не поверил, и следователи приступили к обыску. В клетчатых сумках были обнаружены документы, чеки и связки с ключами. Позже следствие установит, что задержанные принадлежат 14 квартир и 7 коммерческих помещений. Дальше следователи находили только деньги. В этой коробке, в этой и в этой. А еще в пакете. А в это время задержанная стояла в стороне, наблюдала за подсчетом денег и нервно курила сигареты одну за другой. В какой-то момент наступила тишина, и был слышен лишь хруст купюр. Код и ключи от 2 сейфов главный бухгалтер не предоставила. Забегая вперед, скажем, что в тот же вечер их вскрыли. Внутри обнаружили более 500 тысяч долларов США и дорогостоящие ювелирные украшения. Но вернемся к обыску машины. Последние следователи открыли самую большую коробку, и она также была доверху наполнена деньгами. Вот как выглядят около 300 миллионов тенге. Это примерно 10 двухкомнатных квартир в Астане. Вот они, поместились в небольшую тяжелую коробку из-под принтера. Итог обыска такой. Обнаружена и изъята наличка 693 миллиона тенге, а также 552 тысячи долларов США. Ювелирные изделия, документы на недвижимое имущество и различные записи. Украшения, к слову, позже оценили на сумму около 190 миллионов тенге. Итого, если суммировать найденное, вывести главный бухгалтер пыталась почти миллиард тенге. В ходе дальнейшего расследования были проведены аудиты во всех школах города Талдыкурган, а также в отделе образования. Выявленная сумма хищения просто поражает – 4,5 миллиарда тенге. Эти деньги были украдены за период с 2020 по 2023 годы. К уголовной ответственности в итоге был привлечен 21 человек, в том числе и организатор преступной группы в лице главного бухгалтера отдела образования. Ее приговорили к 17 годам лишения свободы. Остальные получили разные сроки в зависимости от причастности к делу, суммы украденного и желания сотрудничать со следствием. Но на этом история не закончилась. Антикоррупционная служба начала проводить анализ школ, а также отделов и управления образования по всему Казахстану.
И аналогичные способы хищения были выявлены в других регионах. Скажу цифрами. По итогу зарегистрировали больше 300 уголовных дел, общий ущерб по которым составлял 17 миллиардов тенге. Только вдумайтесь в эту цифру. Про схему вывода денег через мертвые души мы вам уже рассказали, но она была не единственной. Например, бухгалтеры при планировании бюджета и освоении средств изменяли сведения о стаже работы и квалификации работников, а также о числе учеников. Таким образом, раздували фонд оплаты труда для последующих хищений. В платежных документах указывались измененные данные. Например, вносились имя работника школы, его ИИН, но при этом банковские реквизиты, по которым выплачивалась заработная плата, указывались чужие. Это, к слову, могли быть и реквизиты того же бухгалтера. В некоторых платежных документах зарплаты завышались. Грубо говоря, к ним добавляли лишние нули. После поступления денег разницу преступники забирали себе. Проблема была в том, что платежные документы бухгалтер школы мог корректировать вручную. Таким образом, документы уходили в информационную систему казначейства клиент, где нет никакой автоматизированной системы проверки данных. Платежным документам, скажем так, верили на слово и отправляли их в банки для начисления заработных плат. На сегодняшний день по инициативе антикоррупционной службы ведется сложнейшая работа по ликвидации всей этой преступной схемы. Например, Министерством финансов был презентован проект «Облачный бухгалтерский учет». Планируется, что в него будут интегрированы государственные базы данных. Система будет неким буфером между платежным документом бухгалтеров и казначейством. В ней будут автоматически проверяться и сверяться все поступившие платежки. И если никаких нарушений выявлено не будет, документы будут уходить в казначейство, откуда деньги будут распределяться корректно, без лишних нулей в зарплатах или подставных реквизитов. Помимо этого, уже внедрены системы управления рисками в бухгалтерский учет и казначейство. Эти системы во многом помогли исключить возможность хищения денег из фонда оплаты труда педагогов. Вот так поимка одной преступной группы стала прецедентом для всей страны, когда были раскрыты многолетние схемы хищения в особо крупном размере. Конечно, рано или поздно попался бы кто-нибудь другой, но именно бухгалтерская ОПГ Талдыкургана, можно сказать, вошла в историю. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски, а также делитесь мнением в комментариях касательно этой истории.